Самые крупные и опасные животные Африки. От зарождения видов до наших дней. Приветствуем вас на канале «Эпоха динозавров». Сегодня мы предлагаем вам путешествие в необъятные просторы Африки и ее удивительный животный мир. Этот континент известен нам как место, где появились первые люди, и откуда началось их расселение по всей планете. Но еще за миллионы лет до первобытных цивилизаций здесь жили крупные и очень опасные хищники, которые и в наши дни безраздельно царствуют в африканских саваннах и полупустынях, а также в вечно зеленых лесах, озерах и реках. Не забывайте подписаться на наш канал, чтобы всегда иметь возможность оперативно узнать о новых выпусках. Одним из безусловных символов Африки является слон. Огромный и, на первый взгляд, неповоротливый, при ускорении на короткие дистанции он способен развивать впечатляющую скорость до 40 км в час. Но чтобы обрести современный вид и получить гордый статус одного из крупнейших млекопитающих Земли, африканскому слону пришлось пройти эволюцию длиной примерно в 40 миллионов лет. Первым прародителем этих хоботных современные ученые считают меритериев, вымерших около 30 миллионов лет назад. Они были намного скромнее современных потомков. При длине 2 метра и высоте до 70 сантиметров они весили чуть больше 200 килограммов. Внешним видом больше напоминали тапира, чем слона, но уже имели некое подобие короткого хобота, который образовался с сращением носа и верхней губы. Обитали на территории Северной Африки от Египта до Мали и Сенегала. Примерно в ту же эпоху, с поправкой на какие-то пару миллионов лет, в Африке жили и другие, до сих пор мало изученные представители хоботных – баритерии. Они вырастали до 2 метров в плечах и могли весить до 2 тонн. Увы, исследования этих предков затруднены по причине очень малого количества ископаемого материала. Останки баритериев в предельно малых количествах найдены лишь в Египте и Ливии. Дальнейшая эволюция слонов проходила в условиях жаркого климата и постоянной угрозы со стороны плотоядных хищников. Именно это объясняет все особенности этих африканских животных. Острые резцы превратились в огромные бивни. Они стали грозным оружием и важным инструментом для обустройства жилищ и даже добычи воды из русел пересохших рек в сезон засухи. Слоны умеют выкапывать своеобразные колодцы, углубляясь до водоносных слоев. И затем этой водой пользуются не только их стада, но и другие виды животных. Уши, достигающие 1,5 метра в длину, тоже след эволюции. Имея огромную площадь, большое количество кровеносных сосудов и высокую подвижность, они служат регулятором теплового баланса. Слон обмахивается своими ушами, словно веером, спасаясь от жары. Под кожей на подошвах африканских слонов за миллионы лет сформировалась специальная пружинящая масса. Благодаря ей они могут передвигаться почти бесшумно, в том числе и по болотам. Именно в болотистых местах питаются самые старые слоны, ведь пища здесь мягче, хоть она и менее питательная. И именно этим объясняется, почему на болотах находят целые кладбища слонов. И, конечно, хобот – еще одна визитная карточка слона. Сложно поверить, но 1,5-метровый хобот взрослой особи может весить как 2 человека, в среднем около 140 килограмм. Хобот позволяет слонам дышать и чувствовать запахи, срывать листья с деревьев и пить воду, не наклоняя головы. А еще они научились виртуозно пользоваться им как строительным инструментом или рукой.
Слоны легко поднимают хоботом небольшие деревья, другие тяжелые предметы и даже переносят детенышей. А еще принимают автодуш, поливая себя набранной в хобот водой. Последнее значительное влияние эволюции на африканских слонов произошло от 2 до 5 миллионов лет назад. Тогда пути последних из выживших прародителей окончательно разошлись. Одни ушли в леса, другие — в саванны. Таким образом и появились 2 современных вида — саванный и лесной африканские слоны. Однако процесс развития продолжается, и сегодня ученые продолжают изучать возможность выделения еще одного отдельного вида слонов — пустынного. В настоящее время слоны являются жертвой человеческой цивилизации. Многие десятилетия и даже века их уничтожали, нередко исключительно ради ценных бивней. Ареалы их обитания стремительно сокращаются. Свобода перемещений, пусть и ради их блага, ограничивается охраняемыми заповедниками. Но животные продолжают вымирать, и цифры удручают. В начале 20 века в Африке было 20 миллионов особей, а сегодня их поголовье как минимум в 40 раз меньше. Интересный факт про слонов. 3/4 всей своей жизни современный слон занят приемом пищи, в основном травы и листьев. А вот на сон эти животные отводят всего 40 минут в сутки. И да, это правда, что слоны спят стоя. Но иногда могут прилечь на бок и уснуть в таком положении. Особенно это характерно для совсем юных особей. Следующее животное Африки, о котором пойдет речь, — африканский носорог. Он по праву считается одним из древнейших животных, доживших до наших дней. Древнейшие носороги появились примерно 55 миллионов лет назад, в эпоху Эоцена. В то время они были намного разнообразнее. Ученые насчитывают до 100 видов ископаемых носорогов, включая летающих и плавающих. Одни из них были размером с собаку, а другие почти достигали размеров слона. Но в среднем носороги доисторической эпохи были значительно меньше современных сородичей. Во время плейстоцена, который начался примерно 2,5 миллиона лет назад, климат Земли стал холоднее. Многие носороги вымерли, а выжившие виды адаптировались к новым условиям, став крупнее и сильнее. Это было необходимо для выживания в условиях холодного климата и конкуренции с другими крупными травоядными, например, еще жившими в то время мамонтами. Совсем недавно, по меркам эволюции носорогов, всего 10 тысяч лет назад, первобытные люди начали активно охотиться на африканских носорогов. Это привело к сокращению их популяции и полному исчезновению некоторых видов по исключительно антропогенным причинам, то есть в результате жизнедеятельности человека. Люди использовали мясо носорогов в пищу, а их рога — для изготовления оружия и древних украшений. А еще их рогу присваивался некий абсурдный мифический смысл и чудодейственная сила. И люди считали, что это вполне обоснованный аргумент для массового уничтожения животных. Сегодня на планете существует 5 видов носорогов, и 2 из них живут в Африке. Эти разновидности не очень корректно названы белыми и черными. На самом деле цвет каждой особи или отдельно живущей популяции во многом зависит от ареала обитания. Если совсем просто, в какой грязи и пыли годами валяется носорог, такого цвета он и будет. Белым, черным, бурым или даже красным. К сожалению, эволюция, в особенности эволюция человека в его завоевании планеты, заканчивается печально, но не для самого человека. Носороги Африки – ярчайшее и одно из самых свежих тому доказательств. Совсем недавно, в конце 2013 года, научное сообщество официально признало один из подвидов черного носорога вымершим. 2 годами ранее в
формулировкой «возможно, вымер в дикой природе» подытожили эволюционный путь и северного белого носорога. А общая популяция этих огромных черных и белых животных, некогда массово населявших всю Африку, измеряется лишь несколькими тысячами особей. Сейчас носороги – особо охраняемый вид, подавляющее большинство популяции которого живет под усиленной охраной в заповедниках отдельных африканских стран. И это хорошая новость, потому что благодаря стараниям ученых и энтузиастов поголовье носорогов в Африке пусть не очень быстро, но увеличивается. Радует, что все-таки есть отдельные африканские государства, где численность носорогов настолько стабильна, что здесь даже выдаются единичные и очень дорогие лицензии на охоту. Среди таких стран ЮАР, Мозамбик, Намибия и Зимбабве. Правда, стоит только само разрешение, без расходов на организацию перелета, проживания и охоты, будет более $20 тысяч. И это неудивительно. Ведь даже несмотря на угрожающую малочисленность, носорог входит в так называемую большую африканскую пятерку охотничьих трофеев. Кстати, вместе с уже упомянутым слоном. Следующим в списке самых крупных животных Африки и планеты в целом является бегемот. Животное, опасность которого большинство людей не знают и не понимают. А между тем именно бегемот – самое смертоносное животное для человеческого рода в Африке. По данным статистики, по вине этих полуслепых толстокожих великанов гибнет до 500 человек в год. Это больше, чем от молниеносных и сильных львов или жестоких и хладнокровных крокодилов-убийц. При том, что африканский бегемот не хищник и не прирожденный убийца, а травоядное животное, значительную часть времени проводящее в воде. Убивает людей он либо по слепоте и неосторожности, топча их на большой скорости, либо видя в них опасность для жизни себя или своих детей. Бегемоты, также известные как гиппопотамы, сегодня являются одними из самых крупных наземных животных в мире после уже описанных нами слонов и носорогов. Сегодня их семейство включает два вида – обыкновенный и карликовый бегемот. Оба вида обитают в Африке, но карликовый бегемот в наши дни встречается очень редко и находится под угрозой полного исчезновения. Эволюция истории бегемотов берет свое начало около 50 миллионов лет назад. Именно тогда они отделились в новый вид. Ископаемые бегемоты были небольшими и похожими на свиней. Они обитали в лесах и питались лесными дарами. Вопреки общей теории зарождения жизни на Земле по принципу «из воды на сушу», у бегемотов все с точностью да наоборот. Будучи изначально сухопутными, со временем они прекрасно адаптировались к жизни в воде. Это привело к развитию характерных особенностей бегемотов. У них наросла толстая и прочная кожа, которая защищает их от солнечных ожогов и паразитов. А еще развились навыки дыхания под водой. Около 40 миллионов лет назад эволюция привела к появлению нового поколения древних гиппопотамов. Они все еще были значительно меньше современных бегемотов и имели более стройное телосложение. Но при этом они уже успешно обитали в различных средах, включая леса, болота и реки. Еще через 20 миллионов лет произошло разделение между обыкновенным бегемотом и карликовым бегемотом. Обыкновенный бегемот стал крупнее и адаптировался к жизни преимущественно в реках и озерах. Карликовый бегемот так и остался небольшим и предпочел влажные среды обитания – болота и мангровые леса. И с тех пор на протяжении еще 20 миллионов лет бегемоты претерпели лишь незначительные изменения. Они продолжают жить в водной среде, проводя большую часть времени именно здесь и выходя на сушу только для кормления. Их диета состоит
в основном из травы, которую они собирают на берегах рек и озер. Бегемоты играют важную роль в экосистеме, служа источником пищи для многих хищников, включая крокодилов и львов. Обязательно досмотрите видео до конца, вы узнаете много интересного и про них. Также бегемоты способствуют поддержанию водных систем и жизни в них. Их экскременты обогащают воду питательными веществами, что способствует росту водорослей и прочей растительности. И еще пара интересных и важных фактов. Прочность кожи взрослого бегемота настолько высока, что способна спасти не только от зубов самых крупных хищников. В ней могут застревать даже пистолетные пули. Тем не менее, они также находятся в списке вымирающих животных. И именно человек – одна из главных причин этого вымирания. От животных огромных и опасных, но все-таки травоядных, перейдем к настоящим, безжалостным хищникам, большим и стремительным кошкам. Первая из них – леопард. Все имеющиеся на сегодня данные относительно эволюции леопардов, как и прочих пантер, получены с помощью анализа ископаемых останков и исследований в области молекулярной филогенетики. Эта наука помогает проследить эволюцию животных и установить наследственную связь между существующими видами и их вымершими предками. На сегодня наука установила, что исторически центр происхождения вида Panthera pardus располагался в Азии. В Африку леопарды пришли уже сформированным животным, приблизительно в том же виде, в котором они живут и сейчас. Предки леопарда вместе с прародителями других представителей пантер отделились от общего ископаемого пращура около 11 миллионов лет назад. Согласно найденным останкам, первый подвид этих кошек, который уверенно можно называть прямым предком нынешнего леопарда, появился чуть менее 4 миллионов лет назад. Это позднее, чем выделились в самостоятельные виды две другие пантеры – ирбис и тигр. Но значительно раньше, чем окончательно сформировались лев и ягуар. Эволюционная миграция леопардов в некотором роде спиралеобразна. Как мы говорили, предок леопарда появился в Азии и лишь затем мигрировал в Африку. А потом, развиваясь и эволюционируя на благодатной для себя африканской территории, примерно 500 000 лет назад леопард вернулся на землю предков, в Азию. Африканские леопарды являются наиболее распространенным и многочисленным подвидом среди всех леопардов, населяющих Землю в наше время. В Африке он также имеет хорошую популяцию и ареал обитания. Его можно встретить в различных климатических зонах, во влажных экваториальных джунглях, в горах, саваннах и даже полупустынях. Это огромные пространства от Марокко до мыса Доброй Надежды. Однако при этом леопард не умеет выживать в особо засушливых регионах. Поэтому он избегает больших пустынь и территорий без воды. По этой причине его нельзя встретить, например, в Сахаре или наиболее засушливых регионах Намибии. И тем не менее, эти кошки также страдают от человека. Некоторые ученые утверждают, что за последнее столетие ареал и численность африканских леопардов сократились на 55-60%. И с их популяцией также необходимо вести кропотливую работу. И, конечно, обзор самых крупных и опасных животных Африки невозможен без льва, который носит гордое имя «Царь зверей». Они имеют самые большие среди кошек размеры, невероятную силу и уникальное социальное поведение. В природе львы не имеют естественных врагов и являются охотниками высшего порядка. То есть в пищевой цепочке они являются только потребителями, но не являются объектами охоты со стороны других животных. Львы живут в уникальных группах – прайдах. Обычно они состоят из нескольких самок и их потомства,
а также одного-двух взрослых самцов. Прайд вместе охотится и защищает свои территории. Разумеется, к такому высокому положению в иерархии животного мира львы также пришли эволюционным путем длиной в миллионы лет. Доисторические предки львов появились около 3,5 миллионов лет назад. Они были намного меньше современных львов, но имели более длинные лапы. Шерсть львиных предков была гуще и длиннее, окраска более темной. Эти животные обитали в лесах и саваннах Африки, а затем Евразии. Около 2 миллионов лет назад произошли значительные изменения в климате. Это привело к исчезновению огромных лесных территорий и расширению саванн. Такие перемены заставили предков львов адаптироваться к новым условиям и активнее эволюционировать. В результате обновленные хищники перешли на новый уровень. Они стали более приспособленными к жизни в открытых пространствах, где могли лучше видеть добычу и охотиться на нее, а также научились жить в засушливом климате и успешно охотиться даже на животных крупнее себя, например, буйволов и зебр. С течением времени львы стали еще больше и сильнее. Стала короче шерсть. В таком виде она больше подходила для жизни в условиях огнедышащей саванны. Также в результате эволюции у почти лысых самцов появилась густая грива. Она служила и служит для привлечения самок и отпугивания соперников. Около 10 тысяч лет назад львы массово распространились по всей территории Африки и части Евразии. Однако с развитием сельского хозяйства и ростом популяции древнего человека их ареал обитания начал сокращаться. Люди стали активнее охотиться на львов и уничтожать их естественную среду обитания. К настоящему времени львы сохранились только в Африке. Живут они в основном не в абсолютно дикой природе, а в национальных парках и заповедниках. Тем не менее, они продолжают эволюционировать, адаптируясь к изменяющимся условиям окружающей среды и даже к угрозам со стороны человека. Привычное место обитания льва сегодня – это пустыни, саванны, нагорные полупустыни и лесные массивы в поймах африканских рек. Несмотря на отсутствие врагов, эти звери любят устраивать свои логово в ямах, расщелинах или пещерах в труднодоступных местах. Только в таких убежищах львы расслабляются после охоты и устраиваются на ночлег. Здесь они чувствуют себя в безопасности даже от главного и единственного своего врага – человека неразумного.